Друзья, приветствую всех на канале Рыболов Копатель. Доброго времени суток всем. Ну что, я прибыл на коп. Время еще 8:15. Еще на улице, как видите, не совсем просветлело. Жду товарища, должен сейчас подъехать. И пойдем вместе проверять ручеек один. Здесь неподалеку проходит трасса, которая называется Берлинка. Ну, ранее она вела из Кёнигсберга в Берлин, на Берлин. Сейчас, по сути, это та же самая трасса, которая из Калининграда через Польшу идет на Берлин. Ну, естественно, уже расширенная, отремонтированная. Вот. И неподалеку от этой трассы есть ручей один интересный. Его почистили как раз. То есть выброс какой-то. Может, что-то из глубины там приподнялось. Пойдем смотреть. Но у меня есть казус небольшой. В который раз ломается болт крепления штанги к катушке. Напишите, ребят, кто вот владеет Деусами, ORX-ами, XP-шными. Сталкивались ли вы с такой проблемой? У меня вот за полгода уже второй раз ломается. До этого не было проблем 1,5 года. А сейчас вот летом сломал один раз. И сейчас тоже. Причем вчера все было нормально. Ночь полежал в багажнике. На зарядку ставлю с утра, смотрю, сломанный болт. Я просто не люблю, чтобы катушка под собственным весом играла. Поэтому потуже затягиваю всегда. Может поэтому, может, ну, естественно, я виноват, а кто ж еще. Ладно, сейчас покажу, что сделаю. Смотрите, ребят, ерунда какая. Вот этот вот болт, постоянно он имеет свойство ломаться. Ну, это, конечно, в большинстве от того, что я его перетягиваю постоянно. Но мне не нравится, когда она вот сама по себе так туда-сюда гуляет. Сейчас я достану такую вещь, как хомуты, и сделаю приспособу. Уже выручали они не раз. Так, вот один продел с этой стороны. Сейчас второй с другой стороны обхвачу и подзатяну их, и в принципе должно нормально быть. Так что возите с собой хомуты, пригодятся во многом. Ну что, все. Прибор готов к работе. Все, жду товарища и погнали. Не переключайтесь, друзья. Что за дворовые украшения? Может, с крыльца или от лавки от какой-нибудь. Причуды немецкие. Причуды с немецкого двора. А звенит тут все, конечно, вперемешку. Рулетка, видимо. Здесь мы видим 10 метров. Подсгнила. Немецкая, похоже. Смотрите, какой зачетик. Это лошадей чистить. Еще ручка деревянная.
Здесь на клепках все. Так, очередной сигнал. Немецкий топор колун. В принципе, не самый плохой сохран. Что-то верховое. Ага. Подшлемник. И уходит под дерево. Сейчас выкопаем. Часть в земле была, часть торчала. 38-й год. Почти целиковый. С мхом. Очередная бочка с топливом, наверное, была. Потому что посередине слив сделан, кран стоял. Подписанная крышка, ну, с той стороны, как раз там, где вода, поэтому не видно более. Ну, это, скажем так, на наших речках довольно частый экспонат. Пожизненный экспонат лесного музея. Она полная песка, и сдвинуть с места ее вообще нереально. Да и тут такая глушь, что никто ее отсюда и не заберет никогда. Дальше. Гигантский сигнал. Практически верховой. Если хочешь снять, у меня канистра вермахтовая, гниловатая, но с красной краской еще. Ну вот товарищ нашел канистру. Тоже сейчас пойду сниму. Что это за крышка? В белом цвете. С отверстием. И что ей здесь делать в глуши кромешной? У кого есть мнение, пишите, ребят. Вот она и канистрочка рядом с бочкой. Слушай, а вот сейчас я тебе что-то еще закупал. Сейчас что-то еще достает. Крышка от немецкого котелка, подписанная. Переноска для снарядов. И вот, кстати говоря, еще крышки вот такие в изобилии присутствуют здесь. С этих это переносок или нет, похоже на то. О, речка зеленая вся. Заплотинили.
Вон дерево обгрыз как. Точит по ночам здесь, видимо. Зубастый товарищ. Дальше, ребята. Что за приблудас? Здесь множество колец нанизано. Посередине цепь закисшая. Что это? Лошадиная, что ли, тематика? Что-то как-то не попадалось раньше. Рядом еще одна. Кольца вот эти резиновые, похоже. Ну, явно конская упряжь, наверное. Так, следующий клиент. О, потрепала вас, батенька. Ящик когда-то был с патронами. МГшный. Заначек не было. Похоже, не было. Так, вышли к мостику старому. Немецкому. Очередная деревушка была. Здесь вот плацдармчик такой. Можно сейчас будет походить. Вот сам мост непосредственно. Все заросло. Сейчас побегаем здесь, на полянке, посмотрим. Так, ну что, моя хероблуда еще пока держит катушку. Это радует. На-на-на. Косончик был. Явно. Что-то похожее на лебедку. Да, зашпаклевала ее, будь здоров. Проволока продета. Опять подлистовой сигнал. Авиационная гильза. Цветняшка. Уважаемые друзья, а теперь пришло время полезной информации. Интернет-магазин Антиквар 32 дарит скидки до 25% на металлоискатели и аксессуары по промокоду РЫБАКОП. Каждый, кто увлекается копом, сможет подобрать для себя товар в каталоге, а это и металлоискатели, и пинпоинтеры, поисковые катушки, поисковые магниты, также каталоги монет. Можете подобрать для себя металлоискатели БУ. Переходите по ссылочке, которая будет указана в описании, и обязательно применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Так, дальше. Сначала думал переноска, а тут что-то
кожа какая-то у нас. Что это есть? Так, дальше сигнал. В корнях пришлось маленько вырубить. Вижу уже затвор. Похоже, 98-й. Уходит туда, вглубь. Не достать. Ладно, сейчас включусь позже. Расшатал. К-98. Ушел. Он еще с петросами был. Пружины кусок. Лесной музей. Это просто дядя генерал не видит. Сейчас бы им было. Такой перепад серьезный. Больше метра. Нагрузили веточек нормально. Зато дальше идти можно спокойно. А тут, я не знаю, по шею глубина. Вон аллейку какую немцы высадили. Деревья серьезные. Вон погодка разыгралась, как, ребят. А мы к машине возвращаемся потихоньку. Приключения на сегодня закончили. Не забывайте в конкурсе участвовать. Завтра уже будут результаты. Так что, я думаю, днем завтра по калининградскому времени, может даже в первой половине, подведем итоги и узнаем, кто победил, кто выиграл касочку у нас. Так что, кто еще не участвовал, обязательно заходите, выполняйте условия. Всем еще раз желаю удачи. Подписывайтесь на канал. Всего, до новых встреч.